Всем привет! Я Алиста. Добро пожаловать на мой канал. Уже давно я с вами не общалась, а все публиковала видео только с музыкой, но многие мои подписчики жалуются и говорят, что хотели бы слышать комментарии, и что читать бывает тоже очень сложно в тех видео, где я все-таки прикладываю субтитры. Поэтому сегодня у нас такой новый формат видео с озвучкой уже поверх самой картинки. Надеюсь, вам понравится и жду ваших комментариев, как вам такой формат. Итак, сегодня я вас взяла в район Суадия. Этот район мне очень нравится, он находится на азиатской части Стамбула. В самом начале видео мы вышли из Мармарай. Это такое метро, которое идет под Босфором. Я думаю, те из вас, кто увлекаются Турцией, которые были в Стамбуле, они знают про него. И самая такая особенность Мармарай, что он проходит именно под водой, под Босфором, то есть не над ним, а именно под водой. И это многим кажется достаточно страшно, но сделано все с инженерной точки зрения очень качественно, и вы на самом деле даже не ощущаете, когда вы едете под ним. Итак, вышли мы и оттуда, дошли до, вот, где вы видели в начале Зара. Это был проспект, который называется Багдадский проспект, Bağdat-Caddesi. Дальше мы перешли дорогу, перешли этот проспект и пошли вниз прямо к набережной. Сейчас мы с вами именно гуляем по набережной. Мне нравится на самом деле там гулять, потому что Суадия — это вообще такой район спокойствия. Как вы видите, люди отдыхают на прибрежной зоне, читают книги, загорают, прогуливаются рядом с водой. Вот здесь вы видите острова. И вот так люди напротив, получается, Мраморного моря отдыхают, приносят стульчики. Многие люди даже столы расставляют, просто прогуливаются, кто-то бегает, кто-то ездит на велосипедах. Вот видите, дядечка такой улегся и загорает прямо рядом на воде, но я его заметила, такой интересный субъект был, поэтому сняла. И вот видите, вот так вот люди приносят столы, играют с мячом, в бадминтон играют. Что мне нравится еще в районе Суадия, там есть свой небольшой мини-пляж прямо в черте города. Но купаться я вам не советую, потому что здесь, в прибрежной черте, вода, она ужасно грязная. Во-первых, очень много мусора прибивает, и поэтому там детки, некоторые я видела, они купались, но они прямо купались в куче мусора. Поэтому советую только, если вы вдруг приедете, будете там летом, то можно позагорать. Там неплохое кафе, где можно заказать кофе, что-то перекусить, мороженое. И вот так дальше я продолжаю свой путь по набережной Суадия. И здесь вы можете увидеть, что многие люди еще катаются на роликовых коньках. Извините, уже забыла русский язык, запинаюсь. И вот так даже детей учат, очень большое количество велосипедистов. Я, когда туда приезжаю, обычно все-таки предпочитаю ходить пешком, но велосипеды здесь на каждом шагу можно взять на прокат. Ну, тут видно, что люди, они именно, скорее всего, живут на азиатской части, поэтому у большинства из тех, кого вы сейчас видите, это их собственные велосипеды. Велосипеды, которые берутся на прокат, они отличаются, их сразу можно увидеть по голубой раме. Потом чуть позже я вам покажу. И вот опять-таки указываю вас, что вдалеке вы видите острова, Принцевы острова, про которые вы наверняка наслышаны. Вот на роликовых коньках. А вот, кстати говоря, девушка едет именно на арендованном велосипеде, извините. И вот прям целыми семьями турки приходят и вот пикник, приносят в термосах чай, кофе, делают бутерброды, сидят и наслаждаются природой и разговорами друг с другом. Вот. Сейчас подхожу и видела там другого человека, который рыбу ловит. На этой стороне не так часто можно найти рыболовов, но вот именно в районе Суадия и в районе Бостанджа. Здесь все-таки народ, он более такой
считается элитой, поэтому чаще можно заметить народ, читающий книгу, либо ездящий на велосипеде и бегающий, занимающийся спортом, здоровым образом жизни, чем просто рыбу ловящих, так скажем. Людей увидеть гораздо меньше. Чайки, как всегда, турецкие огромные чайки, которые, я не знаю, размером с орла просто пугают. И вот, как вы видите, берег, он прям такой грязнючий. И я вот даже бы с детьми не стала по нему ходить и мочить ноги. Сам по себе район Суадия, так как он достаточно элитный район, он чистый. Я не знаю, почему там именно вода такая грязная. Наверное, скорее всего, ее просто прибивает из вот этих всяких яхт, транспорта, откуда выкидывают. Кстати говоря, насчет чистоты, вот именно здесь также в этом районе очень много поставлено таких вот, получается, под мусор, да, что вы можете расфасовать, так скажем, картон, бутылки и тому подобные изделия. Вот люди ходят, гуляют, книги читают, занимаются спортом на природе. Вот они, велосипеды, которые можно взять на прокат. И у меня никогда так и не получилось, там такая какая-то сложная система, с карточкой или нужно какой-то оформлять именно абонемент. В общем, я не большой любитель все равно велосипедов, поэтому так и не позанималась. И вот, это уже обратная дорога на Багдадскую улицу, про которую я дальше сняла вам видео, и может через пару недель оно выйдет. И вот так я просто хотела вам показать жилую зону, а не только прибрежную зону этого района. Здесь очень много достаточно дорогих кафе и ресторанов. Сейчас мы проходим ресторан, который называется Мангал-Баше. Чем он примечательный? Вот вы видите такие типа вытяжек, да? Здесь можно самим готовить, самим жарить мясо. Я в таком ресторане никогда не была до этого. Как-то меня не тянет все-таки, даже если шашлыки делать дома, то я предпочитаю, чтобы это делал мой зять. Вот, и хотела показать вам дома, как достаточно зеленый район, то есть много деревьев, и несмотря на то, что здания высотные, вот в этом кафе я потом посидела, потому что очень устала. Эспрессо Лаб, по-моему, он называется, очень советую его. Почему? Потому что народу там было мало, в основном была молодежь, которая занималась. Вот именно по типу Старбакса, что вы приходите и можете там сидеть часами, заряжать ваш компьютер. И что мне показалось уникальным именно, то, что там на нижнем этаже был прям зал для занятий, он был огорожен стеклом, и можно было заниматься. Вот, сейчас мы вышли уже на Багдадскую улицу. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Пока-пока!